История Аргентины очень разнообразна. Сегодня мы с вами посетим замечательный дворец Чечи, расположенный в районе Вилла-Девото в Буэнос-Айресе. С вами Андрей Лиана и канал «Жить в Аргентине». В 1893 году в Аргентину эмигрировали 5 братьев Чечи, простые каменщики. Вот они и сумели создать строительную компанию Чечи Hermanos. Со временем им удалось проделать большую работу, которая побудила их связаться с семьей Девото. Компания участвовала в строительстве самых красивых и самых больших зданий на Вилла-Девото. Дворец Чечи в 1913 году был задуман как частный дом Альфредо Чечи, одного из братьев. В настоящее время он внесен в список архитектурных объектов городского правительства, секретариата планирования. В 1938 году был сдан в аренду Министерству образования, став штаб-квартирой Национального института глухонемых. У нас есть с вами возможность посмотреть на здания, предметы быта, а также фрески знаменитых художников того времени, прибывших из Европы. Дворец выполнен в стиле последнего Ренессанса снаружи, но с чертами барокко внутри и построен из деликатных материалов, которые трудно заменить. Он имеет свой главный вход по лестнице, построенной из миланского мрамора, и служебный вход с левой стороны. Перила дворца были привезены из Италии, как и мраморные полы. Как и положено любому музею, здесь есть гид, который рассказывает историю создания этого дворца. Ну а мы с вами начнем виртуальную экскурсию. Мебель оригинальная, столы, стулья и кресла, паркет из славянского дуба ручной работы, серванты и мраморные скульптуры, работы скульптора из Флоренции Джованни Бастианини. Отлично сохранившиеся камины той эпохи. В основных помещениях также есть 2 огромные фрески, но они не подписаны. Посмотрите на эти чудесные фрески. В конце зала предусмотрена комната для курильщиков. Второй зал на первом этаже, по-видимому, является банкетным. В нем установлен большой деревянный стол со стульями, а также оригинальная мраморная статуя посередине возле окна. Обстановка третьего зала наталкивает нас на мысль, что он оборудован для деловых встреч. Расположение стола, кресел, шифоньеров, часы на стене говорят нам о том, что он именно для этих случаев. Нельзя не обратить внимание на резные двери старых мастеров. Мы продолжаем с вами экскурсию и спускаемся на нижний уровень помещения. И мы попадаем с вами в холл библиотеки.
библиотеке установлена пианино, а полки книжных шкафов заполнены старыми книгами. По коридору с арками мы движемся в сторону кухни. Также мы видим здесь кухонную утварь прошлого столетия. И, конечно, место с решеткой для приготовления мяса. В подсобном помещении мы наблюдаем старые консервные банки, бутылки из-под вина, шампанского, а также алюминиевую посуду. Здесь мы видим ручную машинку для нарезки хамона. Все уровни помещения соединяются старым лифтом. Сам лифт не работает, так как вышел срок эксплуатации. Две огромные ванные комнаты с фаянсом того времени. Вся сантехника, зеркала, нагреватели воды сохранились с прошлых времен. Все предметы в спальне, вещи личного пользования и гардероб разложены как при жизни хозяина. Некоторые лампочки сохранились в оригинальном состоянии и работают. Фреска на площадке главной лестницы Данте Ортолани. Привлекают внимание витражи его внутренних проемов, балконная дверь и купол. Через такие здания мы узнаем архитектурно-историческое наследие Аргентины, а также развитие культуры и ее место в мировом сообществе. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и ставьте лайки. С вами канал «Жить в Аргентине».